В этом уроке познакомимся с таким важным понятием, как семантика. Каждый HTML тег можно представить состоящим из двух основных частей – визуальной составляющей и смысловой или семантической. Визуальная составляющая определяет, каким образом тег и его внутренний контент отображаются в браузере. Семантическая составляющая отражает смысл, который заложен в конкретный тег. Например, заголовок H1 отображается в браузере жирным шрифтом и имеет отступы сверху и снизу. Это и есть его визуальная составляющая. В то же время смысл данного тега – отображение главного заголовка. Не параграфа или таблицы, а именно заголовка, причем основного. И это семантическая составляющая тега H1. При выборе тегов основное внимание следует уделять именно семантической составляющей. На этом строится вся политика спецификации HTML5. Это связано с тем, что визуальный стиль отображения можно легко изменить при помощи CSS-стилей. А вот смысловую составляющую тега изменить нельзя. И каждый тег должен применяться в соответствии со своим четко оговоренным предназначением. Делается это для того, чтобы различные компьютерные программы, такие как поисковые системы, речевые браузеры и другие, понимали, какой тип информации заложен в тех или иных тегах. На экране представлены два фрагмента HTML-кода. Визуально они выглядят одинаково, но в первом случае заголовки отдельных частей текста заключены в тег H2, а во втором в тег параграфа P. При отображении заголовка в первом фрагменте используется визуальный стиль, назначенный браузером по умолчанию, жирный шрифт и отступы сверху-снизу. Во втором случае жирное начертание заголовку, а также отступы сверху-снизу придает специальный класс Hidden2, приписанный обычному параграфу. Не будем заострять внимание, как именно это делается, так как это тема CSS. Просто обратим свое внимание на то, что с помощью класса Hidden2 мы изменили визуальный стиль параграфа, назначенный браузером по умолчанию. В чем принципиальное отличие двух рассматриваемых случаев? С точки зрения обычного пользователя разницы никакой нет. Оба документа выглядят совершенно одинаково. Но допустим теперь, что на наш сайт зашел поисковый робот. Этот робот начинает сканировать нашу страницу с тем, чтобы создать содержание размещенного на ней контента. Создание такого содержания производится на основе следующего алгоритма. Собери все заголовки и расположи их по значимости. Как выполнить данную задачу? Конечно же, на основе тегов заголовков H1, H6. Ведь именно в этих тегах, согласно спецификации HTML5, должны быть расположены заголовки. Каков же будет результат отработки данного алгоритма для наших двух фрагментов документа? Ответ очевиден. В первом случае будет составлено верное содержание документа. Страницу можно индексировать и заносить в базу. Во втором случае робот не найдет никаких заголовков. Нет заголовков, нет содержания, нет страницы в поисковой базе. Конечно, данный пример носит весьма упрощенный характер, но он отчетливо демонстрирует основной принцип HTML-верстки. Названия тегов должны соответствовать их смыслу или предназначению. Вот почему при выборе HTML-тегов необходимо уделять достаточное внимание корректному подбору тегов, то есть созданию семантически верной верстки. Давайте вкратце вспомним, что мы сегодня изучили. Семантика – смысловая нагрузка тега, которая и определяет его содержимое. На первых этапах развития HTML такие теги, как B, I, U, предназначались для форматирования текста, делая его жирным, курсивным или подчеркнутым соответственно. Однако впоследствии визуальная составляющая HTML элементов была переложена на CSS – каскадные листы стилей, которые предоставили намного большую гибкость в оформлении элементов. В то же время значительно возросла роль семантики тегов. Это означает, что при выборе тегов следует ориентироваться на их смысловую составляющую. В случае, когда по смыслу подходят несколько тегов, следует отдать предпочтение тем из них, которые имеют более ярко выраженную семантическую составляющую. Давайте составим таблицу тегов форматирования текста, а точнее ее первую часть, не на основе их визуального оформления, как мы это делали до этого, а на основе семантики. В этом случае наша таблица будет иметь вид, представленный на экране. Желтым фоном выделены теги с меньшим семантическим контекстом. Такие теги необходимо использовать в случае, если другие не подошли. Красным фоном выделены теги, не имеющие явного семантического контекста.